Так, ну что, друзья, все взяли, ничего не забыли. You check all? Всем привет, мои дорогие зрители. У нас раннее утро, 8 часов, и мы уезжаем, покидаем Палалим. Мы не прощаемся, мы говорим до свидания. До свидания, мой любимый Палалим. Артур не удержался, еще решил помочить ножки. У него целый кулек с ракушками понабирал. Кто не смотрел предыдущую серию, или просто напоминаю, мы приехали в Гоа с важной целью, и именно сегодня мы посетим жилой комплекс, в котором мы покупаем квартиру. Сегодня очень важный день. Пока, красавица. Красавец. Итак, друзья, на этом автобусе мы сейчас доедем до города Маргау, а дальше уже на рикше до Колвы. И потом, я не знаю, возьмем, наверное, в аренду байк и поедем смотреть квартиру. Такие вот планы на сегодня. Ну вот, друзья, мы уже находимся в городе Маргау. Артур, я не поняла, ты что, медитируешь на колбасу? Но мы не будем такое покупать. No, we're not buy. Знаете, хоть и пахнет действительно очень аппетитно, но на улице, Артур говорит, остро. Да нет, проблема не в том, что остро, а то, что там больше пыли, чем мяса. Так, ну и вот, друзья, мы сейчас находимся в Колве. На рикше добрались с Маргау 4 километра. Вот еще по поводу автобуса хочу что сказать. Значит, можно было бы, конечно, с Палалема до Маргау добираться на такси, но это бы стоило нам примерно 2000 рупий. А так мы за 100 рупий на автобусе, причем с комфортом, с ветерочком добрались. Быстро, да, Артур говорит, я вздремнул. Ну и вот этот вот отель, мы здесь уже много раз останавливались в Колве. И сейчас мы тоже здесь остановимся, переоденемся, освежимся и поедем на байке. Куда? В жилой комплекс, смотреть нашу квартиру. Девочки, девочки, мальчики, ребята, друзья. Я сейчас такой шок перенесла. Боже мой, я еще не могу отойти. Вы так сильно внимания не обращайте на беспорядок, потому что мне некогда было следить за порядком. Все здесь летело, кувыркалось. Я тратила свое время на то, чтобы устранить неполадки с камерой. И это все было тщетно, у меня не получалось. Да, чтобы вы понимали, это видео вы смотрите благодаря вот этому вот парню, благодаря Артуру. Давайте скажем ему спасибо и поставим жирный лайк. Артур, спасибо тебе большое, боже мой, как я рада, как я рада. Причем я его даже не просила, он сам взял камеру и нашел, я не буду вас нашел решение. Я не буду вас сейчас загружать, что конкретно. В общем, это видео могло бы выйти, но без звука. Это как бы такой вариант. Либо вообще не выйти. Но вот Артур все сделал, и теперь вы смотрите и наслаждаетесь. Боже мой, я не могу. Сейчас я его буду обнимать, целовать. Вот, друзья, сейчас покажу вам немножко наш номер. Номер за 2000 с завтраком. Но мы здесь ненадолго задерживаемся, поэтому, как вид, балкон уже закрыл. Ладно, мы убегаем. Балкон вот отсюда показываю. Вид на дорогу можно было взять с видом на бассейн. Мы как бы решили не переплачивать. С видом на бассейн плюс 500 рупий, 2500. А нам, что нам на него? Артур сказал, я не хочу хлоркой дышать. Друзья, смотрите, my wife very happy. Мы заехали в кафе, чтобы перекусить, и я заказала себе блюдо гуанское, фиш-тхали. Вы когда будете в Гоа, обязательно должны это попробовать. Это настолько вкусно, безумно вкусно. Посмотрите, сколько много блюд. То есть в основе блюда идет рис и различные закуски. Одну закуску уже кто-то
умял десерт, гулаб-джамун там был. Артур уже съел. Ну ладно, сегодня тебе можно, Артур. Сегодня все для тебя. А Парам заказал себе фиш-карри. Да? Фиш-карри. Рис и вот такая вот похлебка рыбная. Но сюда вот к нам тоже входит, мне очень нравится, вот именно в Гоа. Это настолько вкусно, непередаваемый вкус, он такой вот кисловатый, немножко сладковатый, со остринкой. Обязательно вы должны попробовать. Очень-очень вкусно. Мне нравится, что в Индии, особенно в Гоа, можно легко найти такие вот заведения, рестораны, кафе, где кроме того, что вкусно покушать, можно еще и развлечься. Поиграть ребеночку. Да, Парам? Команд уже. Поехали. Наш жилой комплекс находится в 20 километрах от Колвы. Район называется Дабалим, рядом с аэропортом. До аэропорта 3 километра. И до крупного, самого крупного города в Гоа, Васко да Гама, тоже 3 километра. В принципе, район очень даже неплохой. Но когда уже приедем ближе, я вам покажу и расскажу, чем я руководствовалась, остановившись именно на этом жилом комплексе. Хотя до этого мы рассматривали много вариантов Гоа. Ну что, ребята, мы у ворот. Я говорю, Парам, давай проедемся на байке, прежде чем заходить. И я поснимаю, чтобы общее впечатление сложить. Вы видите, я в шоке. Поворачиваю камеру. Видите, здесь забор красят. Здесь все достаточно оптимистично выглядит. Вот это вот здание, вы видите внизу, это клабхаус, да, Парам? Клабхаус, рядом с бассейном. Там будет джим, тренажерный зал, рестораны. Окей, давай дальше, Парам, едь. Но это, друзья, первый сектор. Это первый сектор, это не наш сектор. Но тут работа кипит. Посмотрите, уже даже вон кусты сажают, видно? Но точно не в этом месяце, как они говорили, вот в этом месяце. No, this month not possible. Я не знаю, кто захочет жить и слушать всю эту стройку, шум, гам. Окей, давай чуть-чуть побыстрее. Дальше смотрим. Вот это this is gate. Это, ну, как основные ворота. Но мы сейчас заедем в другие ворота, где расположен офис. Сюда вход запрещен. Сейчас мы проедемся, опять же, вот, видите, какие хорошенькие домики, симпатичные, яркие, красочные. Да, Парам говорит, очень большой проект, очень много здесь квартир, много зданий. Ну и мне нравится, что, видите, домики такие вот небольшие, аккуратненькие. Так вот напротив, сейчас буду заодно показывать. Здесь тоже жилые комплексы уже. Там люди живут, наслаждаются. Так, вот это 5-star отель строят. 5-звездочный отель. Ну, тут вообще только, можно сказать, начали. Это 100% еще вообще не скоро будет готово. Я напоминаю, что в прошлом году, получается, зимой мы приезжали сюда. В конце зимы, точно, ну, я постараюсь, уточню, напишу, наверное. Вот, тогда мы даже не смогли зайти в наше здание, в здание, в котором расположена наша квартира. Мы, получается, заходили, смотрели аналогичные квартиры, но не конкретно свою, потому что там еще опасно было туда заходить даже. Здание еще только строилось. И вот мне очень интересно узнать, как сейчас что-то поменялось в этом плане или нет. Ну, тут вот с этой стороны получается 5-звездочный отель и огромный молл, супермаркет. Пока непонятно who is who. Что это, Парам? What is this? This all electrician. А. Very proper. Электричество.
Да, значит, по поводу месторасположения я хотела рассказать. Получается, что море совсем рядом, пляжи. Вот можно добраться, мы в прошлом году добирались до пляжа, примерно 15 минут на байке, очень близко. Но в то же время море можно увидеть даже с окошка, но в то же время мы находимся высоко над уровнем моря, на горе. Знаете, я почему-то очень боюсь цунами. Ну, как почему-то, наверное, любой адекватный человек боится цунами и по возможности старается обезопасить свою семью и свое жилье. Вот, ну и поэтому вот я сразу как-то облюбовала это место, мне понравилось, что в этом плане 100%. И вообще, как находимся в центре, это получается центр Гоа. Палалем это юг крайний, а Рамболь это крайний север. А это центр, район Дабалим. Ну, слушайте, они еще долго будут строить. What is this nonsense, Param? They must fast. How they make? Давайте, ребята, да, пропор, Param, это они просто очень все делают, как пропор, имеется в виду. Основательно. Но я вижу, там 3 коллеги, да, основательно они делают, выполняют свою работу. Как вы мне в комментариях пишете: Наташа, Наташа, а ты же обещала, что в этом году переедешь жить в Гоа. Еще раз повторяюсь, я ничего не обещаю. Вообще о сроках не хочу даже говорить. Это, знаете, как ножом по сердцу. Никаких сроков. Так что, Артур, Парабхаус ждет нас. Еще так лет... я не хочу о сроках. Number 5. No fight, right? Tachi Kupla. Пошли посмотрим. Ну, что? Сейчас успокою свои нервы, посмотрю на макет. Вот это что-то вроде рекламы. Сейчас тут показывали, может быть, еще раз покажут, как комплекс будет выглядеть в скором будущем. Она просто по Гоа гуляет, не только в этом, на территории комплекса. А это макет. Вот. Видели, там получается, что вид на море, вид на остров. Я не буду этого делать. Артур, put. В прошлый раз нам не выдавали строительные каски, а в этот раз так настойчиво, причем даже сначала сказали, что Артуру нельзя, пусть Артур, мол, посидит в офисе, а вы идите сами. Поэтому я сейчас Параму говорю: Парам кейр, Артур. Потому что если индийцы так бдят, значит, действительно здесь небезопасно. Может кирпич на голову упасть. Вот видите, некоторые дома еще на какой стадии. Итак, ту-ду-ду-ду, барабанная дробь. Я пытаюсь шутить. Мы заходим в квартиру. Но, друзья, это не наша квартира, это квартира для показа, специально сделана для клиентов, для потенциальных клиентов, чтобы люди понимали, как это примерно будет в итоге выглядеть. Здесь даже планировка другая, не такая, как у нас. Ну да, это больше, это получается 4-комнатная. Но у нас тоже, мы в прошлый раз были в квартире такой, какая будет у нас. У нас вот тоже получается вот это вот как спальня с таким вот балкончиком, ну как окно панорамное. Здесь можно поставить большую кровать, шкаф. Ну, достаточно просторно, кстати. Несмотря на то, что здесь уже мебель есть и много чего еще может поместиться. Вот это зал. Здесь телевизор обычно вешают. Ну и, наверное, напротив кровать. Это, кухня. Тут свет не включается, Артур? Посмотри, свет не включается случайно? Нет, здесь свет не включается.
открыли балкончик. Балкончик здесь хозяйственный, находится возле кухни. Да, можно поставить стиральную машинку. Довольно-таки просторный балкон. Много чего туда можно поставить, даже кроме стиральной машинки. Кухонка такая вот уютненькая. Это вытяжка, Артуша. Так, ну и что тут еще? Где мы еще не были? Давайте посмотрим ванную комнату с перегородкой. Вот это, кстати, очень важный момент. Я не люблю, когда сидишь в туалете и на тебя брызгает. Так, сантехнику давайте рассмотрим. Ну, я читала, говорят, что это очень хорошая, качественная сантехника. Фирма хорошая, двери, все вот это вот. Все это наивысшего качества. Давайте вот на балкончик выйдем. Но опять же я говорю, что это не наша квартира, и у нас будет вид другой. Так, с этой стороны такой вид, а с другой стороны вид на море. Ну, видно отсюда, угадывается море. И вот получается, что наш дом будет туда дальше, и там между улицами, между домами большее расстояние. А так вообще, да, конечно, застройка очень такая вот тесная. Вот. Привет! Что ты там? Заходи в гости. Можно общаться, можно вместо телевизора купить бинокль и наблюдать за соседями. Барная стойка. Ну, мы планируем в этой комнате поселить Артура. А здесь вот видите, ну как предложили, барная стойка. Здесь вот можно журналы складывать, книги. И Парам сказал, я перевожу, что много раз представители этой компании звонили и предлагали, что они могут сделать всю мебель. Ну и вот сейчас можно, да, вот в принципе посмотреть, какое качество мебели. Как оно, как тут все высшего качества или нет. Но пока еще... Ну, Парам говорит, да, ему нравится. Оцените. If you say in Mumbai, this is the automatic button system. Secret number I say I am in Mumbai. Замок с секретным кодом. И вот это вот дерево, забыла, как называется, но очень дорогое дерево. Дубовая? Нет, не дубовое. Видите, Парам обращает внимание, говорит, никто не использует вот такие вот кабели. Он все, знаете, он увидел, что я расстроилась, но он мне пытается доказать, что потерпи, зато здесь все будет качественно, все сделано на высшем уровне. Так что пусть не спешат, мол, ну, это как уговаривает меня Парам не расстраиваться. Ну, действительно, конечно, да, он на такие вещи обращает внимание. А мы сейчас зашли в другое здание, поднимаемся на верхний этаж, чтобы сверху посмотреть бассейн. Ну и на другие развлечения, которые здесь будут. Здесь очень много спортивных площадок, вот то, что мне очень тоже понравилось. Для игры в теннис, бадминтон, на роликах кататься. И много-много других. Детские площадки. Так. Ну вот. Больше всего рабочих, я так понимаю, занято именно здесь. Очень шумно. Бассейны тут и глубокие, и мелкие для детей, горки будут, бар. Недавно прочитала комментарий под одним из своих видео. Женщина пишет, что вот она купила 2 квартиры именно вот в этом жилом комплексе. И что, мол, собирается узнать, говорит ли Наташа правду, узнает в офисе, мол, действительно ли покупает квартиру вот этот вот мужчина. Ну, я не знаю, может это так, шутка, не шутка, но что я хотела сказать, что квартиры в этом жилом комплексе покупают в основном индийцы, которые сейчас проживают в других странах. Очень много таких вкладываются, чтобы, ну, может быть, приезжать сюда как в отпуск, отдыхать
и чтобы сдавать, иметь дополнительный заработок, такое вот вложение денег. Так, ну что, мои дорогие зрители, мы едем обратно, держим путь в отель в Колву. После того, как мы прогулялись по стройке, посмотрели квартиры, после того, как я поняла, что вторым сектором они почти не занимаются сейчас, и я поняла, что не скоро я буду жить в комфортных условиях, мне стало так грустно. Мы вернулись опять в офис, я уже не снимала видео, знаете, было не до съемок, я даже немножечко всплакнула. Так вот, когда Парам увидел мое грустное лицо, он опять серьезно поговорил с менеджером, ну как раз с тем, которым мы постоянно общаемся, созваниваемся. Я в этот раз его не снимала на видео. И он много чего пообещал, рассказал. Я уже в следующей серии вам расскажу. И опять же, это не мои обещания, а просто передам его слова. Но это уже будет в следующей серии. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.